Всем привет! Сегодня я протестирую еще несколько товаров для дома с AliExpress, которые облегчают быт. Поехали! Такие чехлы пригодятся в том случае, если нужно реанимировать старые стулья или защитить от детских шалостей новые. Буквально за минутку можно полностью преобразить свой стул. Размер 1 универсальный, потому что ткань тянется, и на большинство стульев чехол должен подойти, кроме очень массивных. Качество средненькое, конечно же, это синтетика. У разных продавцов есть много расцветок и фактур. Про гладкие было много плохих отзывов, поэтому я взяла в рубчик. Рекомендую сначала заказать только один чехол на пробу и проверить, будет ли он хорошо сидеть именно на вашем стуле. И только потом, если он подойдет, заказать и для остальных. Это коврик для глажки. Он пригодится, если у вас нет гладильной доски или неохота ее доставать ради одной вещи. Например, если надо перед выходом что-нибудь погладить, то можно кинуть этот коврик на стол, на диван, на кровать и быстренько пройтись утюгом. Но на деликатных поверхностях его лучше использовать с осторожностью или недолго. Все-таки я ожидала, что он будет полностью защищать поверхность, как перчатка, которую я показывала в прошлом обзоре. Но нет, если долго на нем гладить, то поверхность все-таки нагревается, а если гладить с паром, то через какое-то время она становится влажной. Поэтому у меня такое двоякое впечатление про этот коврик. Вроде бы и удобно, но я ожидала большего. Это приспособление для автоматического полива. Оно будет полезно, если вам нужно уехать надолго и оставить цветы без присмотра, или если вы о них постоянно забываете. А может, еще кому-то пригодится и на даче. Здесь простейшая конструкция, понадобится только пластиковая бутылка из-под колы или с таким же горлышком от минералки. Вместо обычного колпачка накручиваем этот конус и втыкаем в землю вверх дном. И для того, чтобы это все заработало, нужно проткнуть дно бутылки. Скорость полива можно регулировать, подкручивая маленький колпачок. Но рекомендую протестировать и приловчиться перед отъездом заранее, потому что найти нужное положение очень сложно. Здесь никаких точных указаний нет, и придется несколько дней понаблюдать за этим процессом, чтобы определиться, в каком положении оставить колпачок. Ну и, конечно, чем дольше вы будете отсутствовать, тем больший размер бутылки нужно взять. Еще я решила испытать овощечистку с керамическим лезвием. И сделала это сразу же в сравнении с аналогичной в той же ценовой категории, но с металлическим лезвием. И, честно говоря, существенной разницы и каких-либо преимуществ не заметила. Даже наоборот, мне кажется, стандартные немного тоньше срезают кожицу. А в целом они обе бюджетные, обе очень удобно ложатся в руку и хорошо чистят. Даже лучше, чем некоторые более дорогие аналоги. И там плавающее лезвие. Единственное, керамический нож считается антиоксидантным. Лезвие у него только с одной стороны, и изначально оно настроено для чистки от себя или для левшей. На другую сторону его нужно самостоятельно переставлять, аккуратно, чтобы не порезаться. Ну и, наверное, сломать его будет легче. А это самая обычная, чудесная овощечистка на две стороны. Для меня она казалась идеальной. Наконец-то я ее нашла. На выбор есть обычная и с зубчиками. Надо быть внимательным при заказе, чтобы не ошибиться, потому что они на фотографии очень похожи. Стеклянные баночки для сыпучих продуктов. Их особенность в том, что ложка здесь уже есть внутри, и крышку можно снять одной рукой, одним движением, одновременно набирая продукт ложкой. Это удобно, когда в процессе готовки руки заняты или мокрые, и нужно посолить или приправить блюдо. Поэтому лучше всего она подойдет для хранения соли или приправ на рабочей поверхности. Объем баночки 250 мл, но есть небольшой нюанс. На 100% удобно ею пользоваться, пока она наполнена наполовину.
А когда она наполнена доверху, то ложка очень туго входит, и ее нужно как бы вкручивать. Вместо ложки может быть кисточка для масла или меда. Но масло на столешнице, а соответственно на свету, лучше хранить в непрозрачной емкости. Емкость такого формата, мне кажется, больше подойдет для этих целей. Внутри здесь прозрачная бутылка, но снаружи она защищена от дневного света, чтобы масло или соус не окислялись. Есть только небольшие отверстия для того, чтобы видеть, что и в каком количестве здесь находится. Воспользоваться очень легко одной рукой, поэтому она тоже пригодится для быстрого доступа во время приготовления еды. Объем на выбор 250 или 150 мл. Из недостатков: этот носик и внутренняя емкость оказались полностью из пластика, что и на внешнем виде сказывается, ну и, конечно же, на качестве. Найти стеклянные бутылки у других продавцов не проблема, но вот дозаторы практически везде именно такие. И, кстати, они продаются еще и отдельно, но подходят далеко не ко всем бутылкам. Из моих бутылок с маслами разных производителей этот дозатор более-менее подошел только к пластиковой бутылке с подсолнечным маслом. Хотя здесь он может быть полезным, с ним точно не переборщишь, когда нужна буквально капля масла. И еще хочу показать идеальное ситечко для чая, и не только для чая. Маленькие у нас никогда не приживались, а этот фильтр универсальный, вместительный, подходит к разным чашкам и очень простой и удобный в пользовании. Заваривать здесь можно не только чай, но и травы, несмотря на то, что они объемные. А еще он подойдет для кофе. Если кофе крупного помола, то можно заваривать прямо в сите. А если смолот в пыль, то можно положить сюда фильтр для кофеварки. Или хотя бы салфетку без рисунков. И главное, что его очень легко почистить и помыть, хоть вручную, хоть в посудомойке. В следующем обзоре покупок с AliExpress я протестирую товары для организации и уборки дома. Так что, кому интересна эта тема, подписывайтесь и включайте все уведомления, нажав на колокольчик под видео. А старые, но все еще актуальные обзоры вы можете найти в отдельном плейлисте на моем канале. Надеюсь, было полезно. До встречи в следующем видео. Пока!